Всем привет, дорогие друзья! Начинаю свой новый влог и буду его для вас вести с улиц прекрасного города Львова. И скажу вам сразу, что не во всех местах он уже такой прекрасный, какой был раньше, но все равно вы сможете увидеть, может быть, с того, что я вам показываю, и можете себе представить, каким прекрасным он был раньше. Но все равно атмосфера города остается, тот чарующий облик, архитектура и вообще тот уют, который создавали раньше здесь проживающие люди, его можно заметить и можно прочувствовать, поэтому приглашаю вас досмотреть до конца и смотреть вообще целую серию того, что я наснимаю для вас в этот раз, и постараюсь это сделать как можно лучше, поэтому поехали! В этот раз дела меня задерживают здесь на несколько дней, поэтому у меня будет возможность для вас поснимать какие-то новые локации. И я думаю, что те, кто хочет посмотреть то, что я снимала раньше, обязательно зайдите на канал, у меня есть целый плейлист о Львове, там даже целые экскурсии и то, что можно посмотреть. А сегодня я буду показывать те места, которые вам не покажут экскурсоводы, для того, чтобы, прочувствовать, что такое Львов и почему те, которые хотя бы раз побывали здесь, обязательно хотят вернуться и возвращаются не только раз, а не по нескольку, даже некоторые даже по нескольку десятков раз. Поэтому обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по поводу Львова. Некоторые задают вопросы, почему я подкладываю свой звук, когда показываю вам улицы. Это не то, что я бы не хотела разговаривать по-русски на улицах Львова, просто очень часто большой шум, и я не уверена, что вы услышите мой голос так, как я бы этого хотела, и вам будет не совсем комфортно все это смотреть, поэтому я тогда немножко уличный шум убираю и накладываю свой голос. Когда я бываю во Львове, я обычно худею на несколько килограмм. Почему? Потому что я очень редко пользуюсь транспортом. Почему я редко пользуюсь транспортом? Потому что здесь вот много таких красивых, маленьких, таких узеньких, уютных и старинных улочек, что мне не хочется тратить время на транспорт. Посмотрите, вот еще одни, наверное, следы того, что сейчас происходит в стране, и почему удивляюсь, почему как раз на этой улочке так закрыты мешками окна подвалов. Но вот это еще одна такая вещь, которая бросается в глаза, когда приезжаешь вот именно сейчас. Раньше, конечно же, такого никогда не было. Всегда обращаю ваше внимание на старинные брамы, которые еще, слава богу, сохранились с тех времен. Каждая это какое-то маленькое произведение искусства. И вот как раз из таких маленьких деталей я предпочитаю ходить, наслаждаться, смотреть, впитывать, и улучшать этим самым себе настроение. И, как вы видите, это также благоприятно влияет на фигуру. Вот, обратила внимание на парковочные такие автоматы, которые поставили в городе. Время идет, и появляются вот такие тоже 15 гривен за час парковочки. Ну и такие следы цивилизации. То есть в центре города припарковать машину и стоит, надо искать такое место. Раньше этого, конечно же, не было, но 15 гривен в час это, по нашим меркам, это недорого. Не знаю, как для местных жителей, но 15 гривен в час цена нормальная. Итак, продолжаем нашу прогулку. Это, можно сказать, сам центр города. Параллельно улица, которая называется проспект Шевченко. Раньше она была Академическая. Это широкая улица, по которой мы не раз с вами уже ходили. А это такие маленькие улочки, которые, как видите, не обременены транспортом, хотя парковки есть, но транспорт не такой активный. И можно по этим, открою вам секрет, по этим улочкам можно намного быстрее дойти, чем по этим, центральным, потому что, вот смотрите, еще одна прекрасная брама. И обычно над брамами не всегда, но обычно есть балкон, который прикрывает.
И посмотрите, еще вот такая, как сказать, еще один такой момент. Улицы подписаны и на украинском языке, и также на английском. То есть уже думают о иностранцах, чтобы можно было найти улицу попроще, кто не знает кириллицы. Вот такая реклама, Альболи, посмотрите. Реклама просто на асфальте. Кто-то предлагает свои услуги сантехника и сразу же отпечатывает свой телефон на тротуаре. Люди идут, смотрят под ноги и опа, телефон сантехника. Кому нужно, кто в нужде, сразу может воспользоваться. Не знаю, как люди пользуются или нет, или это так небезопасно. Но вот посмотрите еще одна. Смотрите, реставрация ванн. Ну, наверное, в старых польских домах или австрийских есть старинные такие чугунные ванны большие, которые просто жалко выбрасывать, таких уже не купишь. Они комфортные такие, вот, я даже такие видела, в них удобно лежать, и видно, можно такую ванну реставрировать, вместо того, чтобы покупать какую-то новую, акриловую, и люди, наверное, делают себе такой интерьер под квартиру, то, что было раньше. Я считаю, что это классно, если можно хорошо отреставрировать старую ванну, и она будет вписываться в интерьер, почему бы и нет. А какое ваше мнение, обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Выбрасывать вот такую старую сантехнику или же можно оставить. Ну, в сумме ванна это только, как бы сказать, металлический элемент. Если его отреставрировать, то это не какие-то там трубы и какие-то соединения. Я считаю, что это было бы классно. Итак, идем мы с вами по улице Зеленой. В предыдущем влоге я вам показывала, где она начинается, на перекрестке с улицы Ивана Франка. И вот эта улица Зеленая с того места идет вверх. Показываю вам по дороге, какие есть дома. Вот, посмотрите, это еще старый австрийский дом. Какие красивые здесь окна. Я уже перешла от улицы Зеленой, зашла в переулок, чтобы показать, какие есть постройки с тех времен. И если их хорошо отреставрировать, посмотрите, какая была бы просто красотища. Обратите внимание, какие широкие также тротуары. Вот показываю вам, как в городе обстоят дела со сборкой мусора. Но не очень это привлекательно выглядит, не очень так опрятно. Но что поделаешь, показываю все как есть. Тротуары широкие, идти можно комфортно. Вот такой австрийский дом, довольно-таки характерный. Некоторые люди поменяли окна, некоторые не поменяли. И вот посмотрите, каждый меняет как хочет. И это очень портит. Вот посмотрите, наверху одни с перепонкой окна, одни уже такие на все окно. Это все очень и очень портит визуально дом. Поэтому и никто, видно, за этим не следит. А должно быть так, что если кто-то меняет окна на пластиковые, то они должны быть точь-в-точь такие. Так выглядеть в каждом случае так выглядеть, как это было раньше. И все должны быть одинаковые. Так я считаю. Вот. Но напишите в комментариях, как считаете вы, как должно быть. Я считаю, что с такими старинными домами шутки плохи, поэтому нужно все оставлять так, как оно было раньше. Конечно же, гнилые окна нужно поменять, но пусть это выглядит так, как задумал архитектор. Посмотрите, еще один дом, какие красивые лоджии. Огромные высокие окна, красивые балконы, лоджии. Это, видно, дом люкс, как не гадать. А здесь уже, видите, тротуарной плитки нету, все в советское время, видно, заасфальтировали. Вот, дыры. Этот тротуар не очень такой красивый, поэтому я, когда хожу, то предпочитаю поднимать голову вверх и рассматривать старинные дома. Очень и очень жаль, конечно же, что многие из них в плачевном состоянии. Но, ну что поделаешь, давайте полюбуемся тем, что есть на этой улице. Прекраснейшие дома. Я даже попробую вам соснять
в приближении. Вот смотрите, на балконе специальная решеточка, туда можно ставить ящички с цветами. Было бы тоже очень красиво. Вот такие ящички вокруг балкончика. Я похожие видела во Вроцлаве. Вот еще одна брама. Ну, это такая довольно-таки уже обычная, хотя еще с тех старых времен. Оригинальная, можно сказать. Здесь уже есть какая-то тротуарная плитка на тротуаре. Вот. Посмотрим еще раз на этот дом. Конечно же, я так подозреваю, что это тоже люксовский дом, но все сыпется. Не буду уже повторяться. Идем с вами дальше. Но центр Львова, скажу вам, большой. И есть что посмотреть, потому что этих старинных домов действительно много. И гулять можно просто часами. Поэтому вот я и выбираю такие маршруты, чтобы не пользоваться транспортом, только как можно больше ходить и глазеть по сторонам. Надеюсь, сегодняшняя прогулочка вам также понравилась. Будут еще видео, смотрите предыдущие, заходите, комментируйте, друзья мои, подписывайтесь. У меня, кто ко мне зашел впервые на канал посвящен Польше, поэтому кого интересует тема Польши, также заходите, смотрите. Я всегда вам очень и очень рада. До новых встреч. Пока-пока, друзья.